Как вчера я помню свой первый полет. В тот день, когда мы только взлетали, мой организм, видимо, еще не был готов к такой нагрузке, и я просто упала в обморок где-то на часик-полтора. А как только очнулась, уже была в пункте назначения. Никакого тебе наслаждения полета. И снова все вокруг незнакомое, и моя зона комфорта — это апартаменты и музыка, играющая в наушниках. Впереди новые места, еще более выматывающие дороги и разные люди. Все это стало для меня таким привычным сейчас, но я все еще никак не могу привыкнуть говорить «пока». Сейчас достаточно часто ко мне приходит мысль о том, как я вообще здесь оказалась. Как все это стало для меня реальностью и повседневностью, ведь раньше Европа для меня была только мечтой, которая помимо всего казалась практически недоступной. И хоть сейчас я уже чувствую себя тут комфортно, но оглядываясь на весь тот путь, который я прошла, я понимаю, что мне потребовалось очень много сил на это. Только сейчас, пройдя через все трудности, я наконец-то начинаю понимать и принимать себя, чувствую себя более свободной и заинтересованной в жизни. Многое из того, что я сейчас имею, я получила путем внезапных решений, а многое пробираюсь через кучу неудач. Но как бы тяжело иногда не было, я довольна своим путем. Будапешт встретил меня туманом. Таких дней в ноябре было действительно мало. Гуляла я, как всегда, в компании своего трипода, и достаточно часто меня просили сделать для кого-то фото. И все люди вокруг были максимально милые. Через какое-то время своего путешествия я оказалась на лодке отеля в Будапеште. И если честно, это было одним из лучших решений за последнее время. Тут прекрасно все, виды, комфортные номера, местоположение, атмосфера на борту. Я влюбилась в него с первого взгляда. И мне понравилось, что абсолютно все, начиная от общего дизайна лодки, ее структуры и атмосферы на борту, было максимально аутентичным. Я считаю, что это отличный вариант для смены обстановки в жизни, и я думаю, что с удовольствием бы жила в этом месте на постоянной основе и была бы счастлива. It's that time of the year when everyone's filled with cheer. You can see it in their eyes. А потом выпал снег. Как вчера я помню то ощущение из детства, когда, просыпаясь ранним утром, ты видишь, как за окном идет снег. Скакиваешь с кровати, бежишь к окну, а потом со скоростью света одеваешь свои зимние ботиночки и бежишь в магазин за хлебом, выбирая самую длинную дорогу. К сожалению, становясь взрослее, это волшебство понемногу угасает, но в наших силах стараться замечать его и подпитывать из года в год. It's the fire that calls us home.
It's Christmas time. Есть во всем этом что-то магическое, особенно сильно греющее душу ощущение. И не совсем понятно, связано это с воспоминаниями или больше с атмосферой вокруг. Раньше наступление зимы для меня значило, что уже приходит время учить колядки, просить дедушку достать сани из кладовки и украшать живую елку, из года в год стоящую всю зиму у нас на балконе. We'll hang ornaments on trees and have Если так parties. подумать, то холод нас никогда не Our волновал. friends will be И снег there делал даже too. самые обычные дела приключениями. И с возрастом что-то в этом Smiles on меняется. our faces Радость will становится glow. тише, а чувствительность к холоду And сильнее. you Но will почему know взросление ощущается when именно to так? meet me Мне это under определенно не the подходит и абсолютно не нравится. И поэтому меня очень радует тенденция романтизации жизни. И я не хочу оставлять самые теплые воспоминания только в детстве. Было бы здорово, если бы они создавались сейчас тоже. It's Christmas time, and I love you. It's Christmas time, and I'm in love with you. It's Christmas time, and you love me too. When the presents are all under the tree, and excitement is what keeps you from sleep. When you never want this feeling to leave, you will know. You will know. Как интересно все устроено. Ты просыпаешься в одном месте, и тебя ждет заснеженный город. А 2 часами южнее тебя уже греет солнце. И с настроением происходит примерно так же. Ты не можешь его контролировать или предугадать на все 100%, но ты можешь перестать зацикливаться, если тебя что-то не устраивает, сменить фокус, и сразу найдется чему радоваться. Ведь если нас что-то не устраивает, нужно это менять. So deep in love, oh yeah, with a wonderful girl, the loveliest girl in this whole wide world. Oh, it's wonderful to be in love. Nothing is greater beneath the sky above, and I'm in love. Oh yeah, so deep in love. Y'all listen to me now. All I was through. Oh yeah, counting the stars above. Каждый человек хоть раз задумывался над тем, что является движущим процессом в его жизни. Поиск вдохновения в некотором смысле и является поиском себя. И самое большое вдохновение для меня — это то, чем я окружена. Музыка, кинематограф, новые города, люди, образы жизни и истории. А от вариации совокупности всех этих вещей будет зависеть то, кем буду являться и я сама в данный промежуток времени. Поэтому каждое новое место меняет мой взгляд на какие-то вещи,
дополняет мое общее представление о мире. Чем больше я узнаю, тем сильнее у меня появляется желание создания своей собственной истории. И я думаю, что никогда не переставать искать что-то новое и есть залог перманентного вдохновения.